День добрый, господа. В этом небольшом ролике, надеюсь, в этот раз он действительно будет небольшой, я дам 15 рекомендаций от меня для всех игроков, новичков и не только новичков, которые играют в XCOM Long War of Chosen, особенно в мою сборку. Эти рекомендации помогут вам меньше делать рестарты, меньше гореть, меньше умирать и получать удовольствие от игры, а не мучиться. Вот. И для совсем полных новичков, если вы вообще еще никогда не играли в Long War, я, конечно, советую посмотреть ролик, который был перед этим. Ссылка на него будет в описании, также в закрепленном комментарии. Вот, ну и мы поехали. И первая моя рекомендация, как бы банально она ни звучала, но она самая важная. В принципе, после нее можно даже ничего и не смотреть дальше. Эта рекомендация звучит так. Не играйте на легенде. Вот реально. Легенда, сложность легенды неспроста называется легендой. Это, знаете, это что-то типа как получить предатора в Apex, что-то как пройти там, я не знаю, Hearthstone и топ-1 рейтинга стать, как пройти Dark Souls, ни разу не получив ранения. Вот легенда это вот про вот это. Это для очень немногих людей, для одного из тысячи, а скорее всего еще там для одного из 10 тысяч, кто сможет это осилить. Она не создавалась для того, чтобы все ее тыкали и на ней проходили игру. На ней очень сложно, она не прощает ошибок. Ошибки копятся. То есть вот такой, знаете, можно тест провести. Если вы на какой-нибудь сложности ветеран или профессионал за месяц получаете, ну там 3-4 ранения, скорее всего, вы не потянете легенду. Легенда это для тех, кто вообще безупречно играет, не получает вообще никаких ранений, не допускает вообще никаких ошибок. Это очень сложная сложность. Не ставьте ее, уж тем более, если вы играете первый раз. Ветерана вполне достаточно, если вы хотите помучиться. Профессионал – хорошая сложность для вот всех, кто особенно первый раз начинает. Не ставьте легенду, все очень просто. Второе, о чем я скажу, это правильный старт кампании. Вот всегда, когда вы только начали играть, когда вы первый раз открываете карту, вы будете находиться в стартовом регионе, сидеть вот здесь на штабе, у вас будет 6 человек на разведданных, не нужно никуда лететь. Вы просто сканите, то есть вы вообще не шевелитесь, вы сканите и сканите первые 2 миссии, пока они не найдутся. Никуда не шевелимся. Вот, мы нашли миссию, она, как правило, будет хорошая, вы отправляете на нее людей, сидите дальше, сканите вторую миссию, и только после того, как вы насканили 2 миссии и послали туда людей, вы можете начать что-то делать другое. Вы можете переназначить людей, если хотите. Вы можете полететь на черный рынок, все, можете дальше уже играть. Но вот в самом начале всегда сидим на месте и сканим первые 2 миссии. Это самый правильный старт. Следующий важный пункт, на котором горят все новички. Если вы нашли плохую миссию, плохая миссия это та миссия, на которую дают меньше 5 дней, можно так считать, ну меньше 4-5 дней, вот, например, 3 дня. Давайте посмотрим. Нам дают очень мало времени, мы берем на нее сколько-то людей, вот, например, видите, 4 человека. И что мы видим? Мы видим очень большую активность врага. Нам не хватает вот этих 4 людей до 100%. Золотое правило. Не ходите на миссии, если вы не можете вчетвером проникнуть до 100%. Вот просто не ходите туда. Не надо пытаться втроем, вдвоем, в одному пытаться лезть. Просто не ходите на такие миссии. Минимальный отряд 4 человека. И если они не могут проникнуть на 100%, все, забиваем, просто не идем, скипаем ее. Если она очень важная, можете ее ускорить. Но вот так вот не ходить. Лучше всего ходить на миссии пятером, чтобы у вас 5 человек проникало на 100%. Это самый оптимальный вариант. Больше народу еще лучше. Но вот вчетвером и 100% это прям все, это минимум. Меньше не надо ходить. Золотое правило. Идем дальше. В первый месяц игры, а первый месяц игры это март, очень важно, критически важно, причем как можно раньше, заполучить инженера. Вот мы насканили здесь 2-3 миссии, среди них может уже выпасть инженер. Если инженер там не выпал, значит мы обязаны, вот прям просто обязаны купить его на черном рынке. Сколько бы он ни стоил, не знаю, продавайте все, что хотите, но в первый месяц у вас точно должен появиться хотя бы один инженер. Либо через миссию, либо на черном рынке. Иначе ваш старт будет очень медленный. Тоже золотое правило. В первый месяц игры обязательно как минимум один инженер. Как хотите, он должен появиться.
Следующий мой совет относится к убежищу. Вот к этим самым людям, работающим в убежище. Вот смотрите, многие пытаются переключать постоянно людей на материалы, на поиск рекрутов, на еще что-то. Смотрите, как лучше всего делать. Вот они добывают данные, пусть они их спокойно себе и добывают. Не тыкайте их, не переключайте, не меняйте на что. Вот пока у вас сила меньше 3, и бдительности меньше, ну пусть будет 10, просто всегда ищите миссии. Это гораздо выгоднее, чем что-либо другое. А конспирация, вот это вот действие ничего не делания, оно имеет смысл только тогда, когда у вас здесь сила приближается к 4, а бдительность, ну просто все космическое, нереальное, там уже к 20 идет. Только тогда конспирация имеет смысл. Во всех остальных случаях гораздо профитнее всегда искать миссии. Ищите миссии, не надо заниматься всякой фигней. Материалы добывать лучше всего только в освобожденных регионах. Рекрутов искать надо только тогда, когда у вас нет людей, то есть вы миссию не найдете и не хотите ее искать. Во всех остальных случаях всегда выгоднее всех ставить на разведку. Следующий пункт вытекает из предыдущего. Вы спросите меня, а где же, подожди, раз у нас все ищут миссии, а где же мне брать рекрутов, новобранцев, где мне брать деньги? Ну, а вот здесь и брать. Мы их будем брать в миссиях. У нас поэтому все и ищут миссии. Вы ищете миссии все время, вы находите их хорошего качества, повышенного. У вас там будут и материалы, у вас там будут трупы, лут, который вы будете продавать, это тоже даст вам деньги. Там вы будете находить людей, освобождать, и новобранцев, и персонал сопротивления. То есть, в принципе, все, что вам нужно, вы можете найти в миссиях. Главное их насканить получше и выполнить успешно. А вот эти все действия, это уже все, это экзотика, если у вас просто нет возможности делать миссии. Только тогда вы занимаетесь остальным. И тут же важный пункт, я скажу, что обязательно ищите рейды и колонны. О том, как их находить, можете посмотреть мой прошлый видос. Рейды и колонны – это ключевой момент. Вот если вы за все прохождение не сделали ни один рейд, ни одну колонну, а у вас уже середина игры, вы точно делаете что-то не так. Рейды и колонны – это ключевой момент, вы должны их находить. Находятся они именно сканом миссии, через разведку. Теперь поговорим про возможность ускорения миссии. Часто такое бывает, что вам выпала не самая удачная миссия, на нее немного времени, и вам хочется запихнуть отряд побольше, но вот он никак, видите, не влазит. То есть у вас выбор либо идти малым количеством, но вы боитесь, либо вы хотите запихнуть людей побольше, чтобы наверняка пройти, но тогда не успеваете. И, возможно, вы захотите сделать ускорение. Так вот, по поводу ускорений. Не нужно этим сильно баловаться. Разведданные в игре очень редкий ресурс. При этом он тем больше ценится, чем больше у вас стадия игры в лейте, вам будет очень сильно не хватать разведданных. Ускорять стоит только очень важные миссии. Что такое важные миссии? Это все миссии на освобождение, это спасение инженеров-ученых, это рейды, колонны и всякие захваты объектов, штурмы баз, вышек, каких-то станций адвента. Все остальное не нужно ускорять. Можно с тем же успехом просто скипнуть миссию, да найти новую. Вот, про это сказал. Следующий мой совет про черный рынок. Черный рынок ваш самый лучший друг. Не забывайте сюда заглядывать регулярно, каждый месяц точно, а то и не по разу. И что здесь ключевое? Я часто вижу, как многие игроки сохраняют вот эти всякие прицелы, приклады, настройки спуска, лазерные прицелы, упаси боже, и прочую всякую вот эту ерунду, которая дает очень мало. Вот на старте игры, поверьте, вот эти вот ваши 4 к меткости или там 5 к криту, это вообще просто ничто. Вот глушитель, который дает плюс 1 час к проникновению, это ничего не даст. Даже если вы все ими там обвешаетесь, суммарно это вам ничего не даст. А вот денег это может принести очень и очень много, если вы продадите. Вот я весь этот хлам продал, например, да, и уже у меня 100 монет. Что такое 100 монет? 100 монет это вообще-то инженер или ученый. Или 100 монет это 3 лазерных винтовки. Вот 3 лазерных винтовки это, блин, ощутимо. А вот этот весь хлам, навешанный на вас, это вообще никак не ощутимо. Поэтому всю вот эту ерунду, которую вы находите, по крайней мере, первое время игры, особенно базовая, которая дает очень мало, мы точно продаем. Не копите, это не цель. Продавайте вообще весь этот хлам и покупайте что-то более полезное. Стройте госпиталь, инженера, ученого, оружие покупайте, но не вот эту вот ерунду. Единственное, что я могу здесь оставить в качестве исключения, так это приклады. Приклады дают мало денег, как вы видите, всего лишь 5.
но они очень сильно могут бустануть ваших снайперов, даже приклады первого уровня. Вот их можно, да, оставлять там в количестве 2-3 штук. Все остальное, все, продаем, вообще не паримся, особенно если это по акции выпадает. Продаем. Следующий пункт подкрепляет и закрепляет предыдущий. Старайтесь как можно раньше в вашей игре ставить партизанскую школу и сделать в ней тактику стервятник. Вот эта тактика самая важная, наверное, тактика среди всех здесь имеющихся. Она дорогая, да, она стоит 150 материалов, зато теперь из врагов с очень большим шансом будет выпадать по 2 предмета, а не по одному. А как вы помните из предыдущего пункта, весь этот хлам мы продаем и зарабатываем на нем деньги. И вот эти вот ваши 150 материалов, они очень быстро окупятся. Стервятник must have, старайтесь его приобрести как можно раньше. Добавлю здесь еще то, что к нему, чтобы его приобрести, у вас должен быть солдат ранга сержант. Поэтому имеет смысл выбрать какого-то одного солдата и прям вот максимально его качать до сержанта, чтобы как можно раньше купить вот этот стервятник. Следующий пункт скорее оценочный. И звучит он так. Ваши солдаты всегда должны быть чем-то заняты. То есть находиться где-то в статусе недоступно. Вот смотрите, сейчас открывайте периодически ваш список, и вот идеальная ситуация, когда все ваши люди чем-то заняты. Они либо сидят в убежищах, либо они качаются, либо они куда-то проникают. Вот такого, как сейчас, что у меня есть очень много людей, и они ничем не заняты, нужно всегда стараться избегать. Находите людям применение. Ищите новые миссии, качайте их, куда-то делайте. Вот такого не должно быть. Если у вас очень много народу сидит и ничего не делает, вы явно делаете что-то не так. Люди должны работать. Ключевой момент. Еще один совет. Ребята, не бойтесь терроров. Что такое терроры? Терроры — это когда адвент наказывает вас за излишнюю деятельность в каком-то регионе. Вот, к примеру, если я сейчас здесь буду делать очень-очень много миссий, а как вы помните из предыдущего пункта, я буду их делать, потому что я хочу, чтобы мои люди были заняты, у меня будет очень сильно расти бдительность, как итог этого поднимется сила, и в какой-то момент, скорее всего, меня здесь будут наказывать, то есть объявится какой-то террор. Так вот, да, терроры — это неприятно, терроры — это страшно, но не нужно их бояться. Многие очень часто берут и всадят людей в конспирацию и теряют просто месяц, а то и 2 месяца целой кучи полезной активности в регионе. Они не находят инженеров, они не получают деньги с этого региона, они ничего не делают, они просто сидят в конспирации, просто потому что боятся террора, который вообще-то мог бы и не быть. А даже если бы и был, ну получил ты там 1-2 ранения, ну и бог с ним. Но зато ты все это время окучивал этот регион, находил миссии, получал с него деньги. Поэтому не боимся терроров. Да, они жесткие, да, больно на них бывает, но не надо их бояться. Сидеть и бояться их гораздо хуже, чем получать эти терроры. Следующая вещь, которую я часто наблюдаю у новичков, ну даже и на самом деле и у опытных игроков, что многие пытаются зарашить в самом начале игры центр тайных операций. Вот это самое здание. Да, здание прикольное, оно дает вам доступ к операциям пораньше. Но в начале игры, вот давайте для примера, вот я его построил, он мне дал 4 операции. Мне даже не выпало нормальных операций здесь. Вот разве что на очки способностей, и то как бы я бы не сказал, что мне это нужно в начале игры, оно вообще ничего не даст. И давайте я продемонстрирую. В самом начале игры у вас неопытные бойцы. Что будет, если я буду набирать сюда таких бойцов? Шанс провала около 30-ки. Еще есть шанс засады, и бойцы неопытные. То есть, как вы видите, это вообще практически ничего не дает. Да, я могу на нее отправиться, получить бесполезные очки, потратить время 3 людьми, которые вообще-то могли быть на миссии, на какой-то нормальной, гарантированной, и еще и провалить они это все дело могут. Это вообще неразумно. Вот ставить центр тайных операций в первом месяце вообще нет никакого смысла. Вам и так дадут выполнить одну миссию бесплатно в конце месяца, без даже этого центра. Ставить его следует только на 2-й месяц. Я иногда даже пробовал играть, что ставил его вообще очень загодя. У меня уже стояло 3 отсека, и только потом он появлялся. Так тоже можно. Не нужно его рашить. Это бессмысленно. Следующий мой быстрый совет относится к выбору классов в начале игры. Когда вы повышаете новобранцев на миссиях, старайтесь в начале игры всегда заиметь себе гранатометчиков и разрушителей. Хотя бы по 2 штучки тех и тех. Это самые лучшие классы для старта игры. Ими очень легко играть, ими очень комфортно проходить миссии. Вы просто даете им ППшки, и они своими гранатами и огнеметами чистят вам карту просто на пару вообще. Вы можете миссии проходить буквально 2 людьми.
Поэтому выбор очевиден. В начале игры всегда берем гранатометчиков и разрушителей. Все остальные классы, снайперы, рейнджеры, спецы, они раскрываются сильно позже, они тоже вам будут нужны. Но вот именно старт, самый крепкий, самый уверенный, он идет через гренычей и разрушителей с пистолетами-пулеметами. Так что пользуйтесь на здоровье. Следующий совет касается исследований. Особенно он актуален в моей сборке. В игре очень много исследований. С модами их стало просто x2 больше. Там куча всяких вскрытий, новых врагов, каких-то экспериментальных оружий, разной другой фигни. Вот во всем этом можно утонуть и просто заисследоваться не хочу. Но вы должны не забывать одну важную вещь, что действительно вас бустит, действительно вас усиляет оружие. Лазерное, магнитное, эллириумное оружие и броня. Вот два самых главных исследования. Оружие и броня. И они, кстати, вот со всей этой горой исследований очень часто красненькие лежат где-то там снизу, потому что вам на них что-нибудь, как правило, не хватает. Так вот, мой совет заключается в том, что всегда ставьте в приоритет исследование оружия. Вот у меня сейчас куча есть всего, но я ничего не буду из этого исследовать. Я где-нибудь раздобуду эллирий и буду делать лазерное оружие, потому что вот оно реально меня бустанет. А всякие там вскрытия мутонов, вайперов и прочая ерунда, да, оно тоже что-то дает, но не так сильно, как оружие. Сейчас на экране я дам какую-то вот разбивочку примерную о том, когда, на каком этапе игры вам лучше бы исследовать оружие уже. Вот если вы будете исследовать этому графику, у вас вообще не будет никаких проблем. Ни по оружию, ни по броне, вообще будет все прекрасно. А вот все вот это остальное многообразие всяких исследований делайте в какое-то другое время, если оно у вас появляется. Ну, либо если вам банально вообще никак не хватает нагребсти на исследование оружия. И мой последний совет на сегодня, он может быть немножко абстрактный, я его поясню, но звучит он так. Учитесь думать наперед и играйте безопасно. Это прям Библия Лонгвара. Давайте поясню, как это проявляется. Вот это и в стратегическом плане работает, и в тактическом. Если в стратегическом плане, например, вы там сканили миссии, вам выпала какая-то миссия, она очень вкусная, кажется, что, вообще верняк, классно. Но вот времени на нее дали мало, хочется ее ускорить, выполнить, получить материалы. Остановитесь на минутку всегда и подумайте наперед, так ли вам это надо. Вы потратите разведданные. Может быть, они нужны для чего-то более важного. То есть подумайте наперед, на 2, на 3 шага вперед. Так ли нужна эта миссия? Так ли вы уверены, что вы выполните ее вчетвером? А если вы получите 2 ранения на такой опасной миссии? Как это потом выйдет вам дальше боком? Подумайте наперед, и, возможно, вы откажетесь выполнять эту миссию и найдете какую-то другую. В тактическом плане это может проявляться тем, что вот вы видите битого врага, и есть какой-нибудь шанс попадания по нему в 50%. И у вас выбор, либо вы стреляете, убиваете его, что, естественно, прекрасно, то есть полагайтесь на вот эти 50%, ну, либо вы нажимаете глухую оборону, и вроде бы никаких плохих последствий нет. Ну, в этом случае лучше нажать глухую оборону. Да, это скучно, это не так интересно, но зато вы точно спасаете солдата и не делаете непонятных решений. То есть вы думаете всегда наперед и стараетесь играть безопасно. Безопасность — это ключ к победе в Лонгвар. Лонгвар, еще раз напоминаю, он неспроста называется лонг. Здесь каждая ваша ошибка копится на долгой дистанции. И если вы совершаете ошибка за ошибкой, то где-нибудь, сразу это может быть незаметно, но где-нибудь через 30 часов игры вы оказываетесь в ситуации, из которой вообще просто не можете никак выбраться и не понимаете, почему это произошло. А произошло это из-за того, что вы играли не так безопасно, что вы копили вот эти вот ошибочки, ошибочка за ошибочкой, и все, и теперь не можете выбраться. Поэтому играйте безопасно, думайте наперед. Вот, ну а на этом закончим. Итак, затянул, не знаю, почему всегда так получается. Хотел же короче сделать. Получилось как всегда. Спасибо всем, кто смотрел ролик. Надеюсь, новичкам это поможет. Может быть, даже опытные игроки что-то для себя почерпнут. Вот, и я вас буду ждать на своих записях по XCOM, на полях сражений. Еще раз всем спасибо, кто смотрел, и пока.